Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. В этом видео я покажу, как я вязала такое платье. Вяжется оно очень легко. Узор здесь очень простой. Сзади оно выглядит вот так, на двух пуговичках. Связать такое платье можно на любую игрушку ростом 30-35 сантиметров. Это может быть кто угодно. Зайки, котики, свинки, тигрята. Сейчас вяжут все тигрят, готовясь к Новому году. В общем, давайте я расскажу, из чего я его вязала. Вязала я его из пряжи Yarnart Jeans. Верх платья, то есть саму кокетку, я вязала крючком номер 2,5, а низ платья, сам узор, я вязала крючком номер 3. Также мне, как видите, понадобилась тесьма, 2 пуговички, брошку какую-то можно. Тут уже на ваше усмотрение, какой декор придумать для платья. Ну, в общем, все. Это все, что мне понадобилось для того, чтобы связать это платье. Если вам нравится такое платье, присоединяйтесь, свяжем его вместе. Итак, для начала давайте с вами наберем 40 воздушных петель. После того, как мы набрали 40 воздушных петель, вяжем еще 2 воздушные петли подъема. И начиная с 3-й петли от крючка, вяжем 19 столбиков с накидом. В каждую петлю. 1-й, 2-й, 3-й. 17 столбик, 18 и 19. В следующую петлю вяжем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, 3, 4 и 5. Дальше по цепочке вяжем по одному столбику с накидом в каждую петлю. Должно получиться 20 столбиков. Итак, вот что у нас получается на данном этапе. Вяжем второй ряд. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем наше вязание. И в этом ряду мы будем вязать также столбиками с накидом. По одному в каждую петлю предыдущего ряда. Но будем вязать не за обе петли, а за переднюю стенку петли. По одному столбику с накидом каждую петлю предыдущего ряда вяжем за передние стенки петель. Итак, я довязываю ряд. Так. Также не забываем провязывать столбик во вторую петлю, воздушную петлю подъема, петли подъема, которые были. Не забывайте про него. Вяжем 3-й ряд. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. И сразу же в следующую петлю вяжем прибавку, то есть 2 столбика с накидом. В следующую петлю вяжем 1 столбик. В следующую во второй, то есть делаем прибавки через 1 столбик.
И так будем вязать до конца ряда. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Так, четвертый ряд. Вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем 10 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Далее вяжем 4 воздушные петли, 2, 3, 4. Отсчитываем здесь 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И начиная с 12 петли вяжем 23 столбика с накидом. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, 22 и 23. Вяжем опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Здесь также отсчитываем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И начиная с 12 вяжем 11 столбиков с накидом. Это первый, второй, третий, четвертый и 11. Вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и в этом ряду вяжем по одному столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. В петли воздушные подреза также по одному столбику с накидом. Также в этом ряду вы можете контролировать размер платья, то есть мерить на игрушку, и если видите, что вам маловато будет, можете сделать здесь где-нибудь прибавки. Давайте довяжем этот ряд столбиками с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Итак, ряд я довязала. Следующий ряд вяжем также столбиками с одним накидом по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Так, я довязала, у нас получается 6-й ряд. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Вязание уже развернула, и в этом ряду мы будем вязать с прибавками этот ряд. Прибавки будем делать через один столбик. Я начну с 2 с прибавки, затем 1 столбик и затем опять прибавка. Итак, вяжем до конца ряда. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Еще у нас должно быть петель после прибавок кратное 2, ну и плюс 1 для воздушных петель подъема. После того, как мы соединим вязание в круг.
То есть раппорт нашего узора будет 2 петли. Итак, ряд с прибавками у меня провязан. Теперь будем соединять наше вязание в круг. Присоединяться будем во вторую воздушную петлю подъема. Присоединились. Эту нить я уже обрежу. Потом я ее закреплю, конечно. Также поменяю крючок на номер 3. Я хочу, чтобы низ платья был более рыхлый, более пышный. Беру нить другого цвета и вяжу 2 петли подъема. 1, 2. Это потом все утянем. Дальше будем вязать столбиками с накидом, но скрещенными. Делаем накид, 1 петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Теперь в пропущенную петлю вяжем также столбик с накидом, но будем вязать его удлиненно. То есть сначала 1 петлю провяжем, затем 2 и затем опять 2. Дальше опять пропускаем 1 петлю, во вторую вяжем столбик с накидом, обычный столбик, затем столбик вяжем в пропущенную петлю, но уже удлиненный столбик. 1 петлю провязываем, затем 2 и затем еще раз 2. Это нужно для того, чтобы вязание не стянуло. Если второй столбик скрещенный вязать обычным столбиком с накидом, тогда вязание косит, и оно получается неровным. И опять 1 петлю пропускаем, во вторую вяжем обычный столбик с накидом. И второй столбик с накидом, возвращаемся и вяжем в пропущенную петлю. Его мы вяжем удлиненный в 3 этапа. Итак, давайте с вами свяжем весь этот ряд. Столбик с накидом, затем столбик с накидом в пропущенную петлю и вяжем его удлиненным. И опять пропускаем обычный столбик, возвращаемся в пропущенный и вяжем удлиненный столбик с накидом. Вот такой простой узор у нас получается. Давайте довяжем этот ряд до конца. Итак, у меня ряд довязан. Присоединяюсь в 3-ю воздушную петлю подъема. Следующий ряд, ну, как и остальные ряды, будем вязать также 3 воздушные петли подъема. Дальше пропускаем 1 петлю, вяжем обычный столбик, потом возвращаемся и вяжем в пропущенный столбик столбик с накидом удлиненный. И опять во второй. И потом в пропущенный. И таким образом я провяжу приблизительно 9-10 рядов. Но опять-таки тут зависит от того, какую длину вы хотите. Поэтому смотрите по своему желанию. Я провяжу приблизительно 9 рядов. Итак, я провязала 9 рядов узором, нить закрепила, отрезала. Сейчас давайте перейдем к верху нашего платья. В том ряду, где мы вязали за передние полупетли, вот у нас остались свободные. Присоединяем сюда нить. Я беру крючок номер 2,5. И вот здесь за воздушную петлю подъема я присоединю нить цветом, которым вязала низ платья. 2 воздушные петли подъема.
Эту ниточку потом спрячем, закрепим. И столбиками с одним накидом провяжем этот ряд с прибавками. В первую петлю я провяжу прибавку. Во вторую петлю 1 столбик. И так, чередуя, я провяжу этот весь ряд. Прибавка, столбик, опять прибавка, столбик. Итак, давайте провяжем этот ряд. Так, ну я волан довязала, нить обрезала, спрятала. Теперь давайте свяжем петельки под пуговички. Я сделаю здесь петельку и вот здесь прям сверху. Беру крючок номер 2,5, куда-нибудь присоединю здесь. Свяжу 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь с помощью соединительных петель я поднимусь наверх и сделаю здесь также петельку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И присоединюсь сюда. Все. Ниточку обрезаю, потом спрячу. Так, ну вот как-то так. Ну а теперь я убираю крючок, пряжу, беру обычные ниточки, иголку и буду пришивать вот такую тесьму. Пришивать ее буду вот сюда, под волан, и также пришью к низу. В общем, я сейчас пришью все это и к вам вернусь. Ну вот, я пришила тесьму. Вот так вот у меня выглядит изнутри, если кому-то интересно. Пока пришивала, у меня появилась новая мечта, это приобретение швейной машинки. Ну да ладно. В общем, пришила. Также я пришила пуговицы. Ну и сделала что-то типа броши на платье. Ну все, мое платье готово. Спасибо вам, что связали вместе со мной. И до новых встреч!